Всем огромный привет! Друзья, когда впервые приезжаешь в Корею, то сразу хочется попробовать корейскую кухню. Но существует мнение, что корейская кухня жутко острая, и те люди, которые не едят острую пищу, думают, что умрут в Корее голодной смертью. Но я вам скажу, что в Корее очень много вкусных блюд не острых изначально. Если разобраться, во многих кафешках и ресторанах меню подают только на корейском языке, и бывают заведения, где подают даже и без картинок. Конечно же, в таких случаях очень сложно заказать блюдо, не зная корейский язык. Ведь неправильное выбранное блюдо – это деньги на ветер и упавшее настроение. И сегодня я сделаю подборку не острых, очень вкусных блюд с названиями. Может, кому-то пригодится в реальной жизни. Итак, начнем. Первое. Корейские роллы кимпап. Это популярная корейская уличная еда. Как вы уже догадались, была позаимствована от японских роллов во время оккупации Корейского полуострова. От японских роллов отличаются тем, что рис не содержит уксуса и не добавляют сырую рыбу или морепродукты, а в остальном начинка может быть абсолютно любая. Начиненный ким заворачивается в рулет, нарезается на небольшие кусочки и подается соевым соусом. Номер 2. Бибимпап. Очень популярное корейское блюдо. Рис с овощами и с мясом. К нему еще прилагается перечная паста кочудян, но его можно не класть. Есть разные вариации бибимпапа и с мясом, и без мяса, но овощи и пророщенная соя подается обязательно. Рис украшают овощами, располагая по цветовому признаку. И подают бибимпап в глиняных горшочках, которые называются тальсот. Под номером 3 корейское блюдо манду. Манду – это корейский вариант пельменей. Видов их огромное множество, и отличие от привычных нам состоит в том, что тонкое тесто начиняется начинкой из овощей, мяса, тофу и кимчи. Разница, собственно, в ингредиентах и форме. Они могут быть круглыми, квадратными или в форме полумесяца. Также, помимо привычной нам варки, в Корее пельмени парят и даже жарят. Подаются манду соевым соусом и закуской кимчи в отдельных тарелочках. Также в меню можно встретить кальби манду. Это пельмени, в начинку которую входит прожаренное мясо с дымком. И есть еще сео манду, это пельмени с креветками. Закладывают целую креветку и формируют пельмень. В кафешках, где продают манду, хозяева лепят сами вручную. Номер 4. Кальбитан. Это популярный в Корее суп, который готовится на говяжьих ребрышках. Суп очень вкусный, сытный и наваристый. Готовится кальбитан очень долго, уходит минимум 4-5 часов. Основную часть времени занимает варка говяжьих ребрышек. Номер 5. Калькуксу. Калькуксу – корейское национальное блюдо, состоящее из пшеничной лапши, которое подается в большой миске с бульоном и различными ингредиентами. Традиционно считается сезонной пищей, употребляемой чаще всего летом. Его название происходит из факта, что лапша замешивается вручную, а позже нарезается большим ножом. Существует множество вариаций лапши, но, пожалуй, самой знаменитой является вариация с морепродуктами. В нее могут входить мидии, креветки, анчоусы и другие морские обитатели. Под номером 6 фаворит в Южной Корее – пулькоги. Мясо на огне – это необычайное вкусное блюдо, представляет заранее замаринованные ломтики говядины или свинины, обжариваются на сковороде или на гриле. Согласно опросам, пулькоги является самым популярным блюдом среди населения и среди туристов. Перед приготовлением мясо маринуется в смеси из соевого соуса, кунжутного масла, черного перца, чеснока, лука. Обычно этот вид барбекю подается с листьями салата. Листовые овощи используются для обертывания приготовленных ломтиков мяса. Под номером 7 тонкацу, тонкасы. Отбивные из свинины.
Да-да, многие сейчас скажут, что это не корейское, а японское блюдо, и будут правы. Действительно, в Корею этот рецепт пришел из Японии, а японцы позаимствовали рецепт у жителей Запада. И это блюдо очень полюбилось корейцами. Корейцы любят кушать такие отбивные с простым капустным салатом и специальным соусом. А еще они разнообразили тонкасы с сыром. Тонкасы с сыром – просто объедение. Под 8 номером чаджамён – лапша в черном соусе. Чаджамён – мечта любого дорамщика, кто смотрит дорамы, тот часто видит, как главные герои вкусно поедают лапшу в черном соусе. Чаджамён – это блюдо китайской и корейской кухни. В Корее проживает большая китайская диаспора, которая и принесла в национальную корейскую кухню свои блюда. Это простое, но весьма сытное угощение. В основу чаджамён составляет отварная пшеничная лапша удон. К лапше добавляют овощи и мясо, тушеные в соусе. Соус представляет собой не очень густую пасту темно-коричневого цвета. В его состав входят пшеничная мука, вода, соль и ферментированные желтые соевые бобы. Это также не острое блюдо. Под номером 9 самгитан. Это еще один из популярных супов в Южной Корее. Самгитан – это блюдо из молодого цыпленка, фаршированного рисом, женьшенем, китайским фиником и чесноком, сваренного в бульоне с корнем сладколистного острогала. Это самое известное летнее и бодрящее блюдо. Самгитан заставляет людей потеть, чтобы отвести тепло. Съедая это блюдо, человек заряжается энергией. Два основных ингредиента, курица и женьшень, прогревают организм и наполняют питательными веществами, которые отсутствуют летом. Курица богата белками, улучшает пищеварение и снимает усталость и стресс. И, наконец-то, под 10 номером самгипсаль. Это самое любимое и вкусное блюдо среди местного населения. Оно представляет разновидность корейского барбекю, главным ингредиентом которого выступает жареная на гриле свиная грудинка. В ресторанах и в кафешках грудинку подают в сыром виде. Мясо не маринуется и не заправляется специями. Участники трапезы сами обжаривают грудинку на корейском гриле. Этот шумный и очень увлекательный процесс доставляет удовольствие. В качестве дополнения к мясу выступают ломтики лука, грибы, кимчи, чеснок, которые обжаривают на жире, стекающего со свиной грудинки. Обжаренное мясо и прочие ингредиенты заворачивают в салатные листья и поедают с разными соусами для макания. Друзья, всем приятного аппетита! Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!